Сценарии применения цифровых активов криптоиндустрии в страховании и других финансовых организациях. Over to you. Добрый день. Так, добрый день, коллеги. Ага, пошло. Да, здравствуйте. Я очень рад приветствовать участников Конгресса. Спасибо большое за приглашение. Хотел бы поделиться мыслями, пару мыслей о том, как можно применять криптоактивы и вообще вовлекаться в индустрию Web3 для организации страхования, перестраховочных организаций, организации управления консервативными активами. В принципе, мой опыт, он достаточно обширный. Я, с одной стороны, сейчас являюсь топ-менеджером в одной компании крупной, которая занимается добычей металлов, в том числе, вот, в частности, сейчас выходим в Казахстан на Станинскую биржу в ближайшие несколько месяцев. Вот, но помимо этого я занимался очень долго консалтингом и продолжаю заниматься. В частности, за последние 3 года реализовал более 10 проектов в сфере для страховых компаний. И практически всегда, вот, общаясь с руководством компании, задают вопросы о том, вот, как все-таки так более обстоятельно присоединиться к Web3 криптомиру, что от этого можно получить, какие выгоды. Всегда возникает дискуссия. Но вот помимо этого мы с партнерами создали 6 лет назад компанию, связанную с цифровыми активами, с управлением цифровыми активами. И практически вот за эти годы видели, как развивается индустрия международно, знакомы практически со всеми блокчейнами крупными, крупнейшими, в том числе, где корни этих блокчейнов, то есть их родоначальники, инишиалы были из Евразии, из России. Также свои проекты делали и в том числе имели опыт участия со стороны именно эмитента активов, со стороны реального сектора. В частности, вот видели, как развивается регулируемая блокчейн в России. Это платформа ЦФА. Практически знаем все, как там устроено. И сами создавали заявки на открытие, на выпуск токенов. Но если вот говорить о текущем состоянии Web3 криптоиндустрии, то ну, сегодня вот, возможно, биткоин пробьет 100 тысяч, да, уже больше 99 тысяч, вот несколько минут назад я видел, и думаю, что сегодня же он пробьет 100 тысяч. Это довольно интересный такой момент, потому что очень много было там дискуссия о том, пойдет ли биткоин дальше после халвинга в мае, который в мае в этом году произошел. Но тем не менее, вот история повторяется. Биткоин и, в принципе, криптоиндустрия, она подчиняется всем известным экономическим циклам. Там у нас биткоин – это 4-летний цикл, это цикл Китчена, да, также в настоящее время идет рост, в то же время идет некий выход из консолидации по циклам Жиглера, то есть это 11-летние циклы, и накладывается это на цикл Кузнеца, 25-летний цикл очень хорошо. И вот этот циклический рост, он действительно вот уже сколько произошло халвингов, 4, да, то есть он повторяется. То есть можно очень хорошо прогнозировать, что будет дальше. И сейчас вот происходит такая ситуация, когда это вот видно хорошо на хайп-цикле Гартнера, компании, которые используют такие хайп-циклы для анализа технологий, как они развиваются. И вот очередной отчет по крипто и блокчейну был выпущен в июле 2024 года в конце. Он показывает, что сейчас происходит такая адаптация уже созданных технологий в крипто и Web3. Ну, за исключением того, что вот метаверс у нас подрастает. В основном все технологии сейчас адаптируются. Каких-то новых технологий нету, да, не предвидится. С одной стороны, это как бы, ну, кажется, что идет какая-то такая консолидация, да, но при этом мы видим, что биткоин растет и весь крипторынок растет. С другой стороны, понятно, что происходит адаптация уже имеющихся технологий. И это очень хорошо для компаний реального и финансовых секторов, которые достаточно консервативны. То есть можно взять уже наработанные технологии, посмотреть, как они реализовывались в проектах и, соответственно, их применить. С одной стороны, это позитивный момент, ну, потому что есть определенное время, и, скорее всего, вот этот цикл такого упорядоченного консервативного роста продолжится до середины 2026 года,
А с другой стороны, вот если сейчас этим не заняться, то можно просто потерять определенные возможности. Также другом исследовании Гартнера, посвященном тенденциям в иншуртехе на 2025 год, отмечается вот три таких ключевых тренда. Первый тренд – это то, что ожидается приход новых игроков, которые разрушат старые модели. Это как раз вот очень хорошо стыкуется с тем, что происходит в криптоиндустрии и что будет происходить в отношении real-world assets. С другой стороны, другой тренд – это то, что выигрывать будут те компании, которые очень фокусируются на исследовании цифрового клиентского опыта, извлекают правильно данные, правильно подходят к обработке этих данных и как по максимуму цифровизуют клиентский опыт. То есть это тоже вот очень хорошо ложится на этот тренд. Ну и как бы третий тренд, он связан с тем, что вот тот иншуртех, который работал в традиционных форматах, то есть по таким достаточно уже понятным технологиям, там мобильные какие-то услуги, какое-то взаимодействие в таком в обычном интернете, то они сейчас вот уже устаревают, и их компетенции начинают выбывать. И, соответственно, компании могут приобретать эти компетенции, то есть кадровый ресурс, технологический ресурс, какие-то базы данных по старым проектам, и, соответственно, использовать, направлять их на Web3. Если ну, смысл Web3 как бы и крипто для страхования достаточно много можно погуглить, много раз обсуждалось. С одной стороны, это понятно, это какое-то снижение мошенничества, повышение открытности, предотвращение утечки данных, то есть то, что вот часто связывается с так называемыми корпоративными блокчейнами, которые крупные страховые компании, международные, даже вот в России есть, уже освоили. С другой стороны, все-таки вот если тут вот существует очень большая ошибка. Блокчейн – это не только корпоративный блокчейн, это не только блокчейн для процессов, для каких-то учетных систем. Если в компании вот существует такое понимание, то компания очень сильно отстает от понимания, что происходит на самом деле в изменении мирового, на рынке финансов, да, вот, на мировом. Все-таки здесь ключевые преимущества связаны с расширением возможностей бизнеса, с появлением новых продуктов, с появлением новых возможностей международного взаимодействия, ускорение расчетов, да, появление новых рельс расчетов. Да. То есть и вот на это должна быть направлена сегодня стратегия, а не только на какие-то процессные корпоративные блокчейны. Если говорить о текущем состоянии криптострахования, то, в принципе, уже имеется очень хорошая история, хороший опыт. Понятное дело, хеджирование криптовалютных рисков – это вообще так основа. Да, это не совсем страхование, то есть это не подпадает под регуляторное определение страхования, но, тем не менее, это тоже связано с управлением рисками. И в целом весь DeFi сегодня, децентрализованные финансы, биржи, стейкинговые сервисы, они уже давно, много лет используют инструменты хеджирования этих рисков. Также очень хорошо развит сервис оракулов, да, то есть есть там сеть Chainlink, с токеном Link, которая такая передовая в этой сфере, да, который, кстати, происхождением там тоже люди из России ее создавали, она достаточно крупная, текущая капитализация около 10 миллиардов. Вот. И, в принципе, вот именно развитие таких сервисов Oracle, Oracle – это смарт-контракты на блокчейне, которые вытягивают данные из офчейна для того, чтобы их использовать внутри сети. Вот. То есть это такое взаимодействие блокчейнов с внешним миром. Она благодаря тому, что она сейчас очень хорошо развита, практически все блокчейны ее используют, создается очень хорошая основа для риск-индексного страхования или параметрического страхования. То есть потому что подтягивая данные из офчейна, которые такие достаточно стандартизированные, можно реализовывать их в смарт-контрактах и, соответственно, определять там, случился страховой случай или не случился, и, соответственно, делать автоматические выплаты.
Ну, как я уже говорил, там корпоративные блокчейны для оптимизации отдельных процессов уже давно довольно развиты. Текущее состояние – это очень сильное расширение DeFi страхования, да, то есть это когда страхуются не просто вот криптовалютные риски, там рыночные риски, что один токен там вниз пойдет, да, другой там, но и какие-то события, которые уже ближе к реальному миру. Это могут быть, например, события, связанные с задержкой рейса, да, то есть опять Oracle вытаскивает данные из каких-то баз по там онлайн-табло аэропортов, да, и если случилась задержка рейса, там лицу выплачивается сразу же, соответственно, страховая выплата. Очень активно развиваются платформы прогнозирования, основанные на ставках. Вот буквально там недавно прошли выборы в США, да, и именно криптовалютные, криптоактивные платформы прогнозирования оказались самыми точными. Polymarket, в частности, вот Polymarket, да, который основан на EVM сети Polygon с токеном Matic, да, то есть другие какие-то источники прогнозирования, там рейтинговые агентства, ну, в США над этим всем очень активно посмеялись, как они плохо спрогнозировали, кто же победит выборы. А Polymarket достаточно точно спрогнозировал, и, соответственно, вот здесь после этого там Виталик Бутерин, основатель фирмы, написал целую статью о том, что за этим большое будущее. Ну и также вот, понятное дело, для преодоления геополитических барьеров будет очень активно использоваться. Также такие темы, как развитие децентрализованных организаций, Real World Assets и сегмент Web 2.5. Об этом я немножко поговорю чуть позже. Если посмотреть на такой известный мониторинг криптоактивов CoinGeek, задать категорию insurance, там можно вот найти такой определенный набор проектов, которые себя позиционируют, помимо того, что они позиционируют себя в других категориях, позиционируют себя в страховании. Вот. Но тут вот достаточно интересная картина, потому что мы не, самый крупный проект, как мы видим, он находится примерно он даже в топ-200 не входит. Это Nexus Mutual, платформа взаимного страхования. Почему так происходит? Ну, с точки зрения регуляторов, в принципе, эти проекты не являются страхованием, да, то есть это там, то, что там называется DeFi страхованием или там каким-то хеджированием или чем-то таким, но регуляторы сами их не определяют как страхование. И сами проекты не стремятся называть себя страхованием, потому что таким образом они сбивают каких-то правовых определений, каких-то претензий со стороны регуляторов, ограничений, и они пытаются себя позиционировать в других областях. Вот в этом и есть такой определенный аспект. Хотя на самом деле вот очень много проектов, которые так или иначе заменяют страхование в тех или иных областях. Кроме того, надо понимать, что сети, они не очень любят все, что связано с офчейном. То есть стараются как можно минимизировать какие-то взаимодействия с реальным миром, то есть софтчейн, все пытается делать ончейн. И из-за этого, вот, поскольку страхование это все-таки требует определенного участия в реальном мире, там, ну, например, если страхуем там грузы, то должен быть сервер, он что-то там проверяет, да, то вот это пока еще не очень хорошо налажено, потому что это требует подключения определенных там валидаторов, которые там нужно еще понимать, являются ли они людьми или являются они там машинными механизмами, машинными там алгоритмами. Поэтому вот здесь тоже есть определенная тенденция, что Real World очень достаточно медленно, но все-таки постепенно входит в Web3. Если вот проекты разделить на, можно такие четыре таких домена, все проекты, которые так или иначе относятся к страхованию, можно разделить на 4 домена. Левая часть – это вот все, что связано с новизной, с инновациями, это домен DeFi страхования, параметрического страхования. И это взаимное страхование, платформы взаимного страхования и сети. Да?
А правая часть, ну, так же, как вот в политике, правая часть, она более консервативная, это Web 2.5, это альянсы страховых компаний, которые создают какие-то объединяющие блокчейны, и регулируемые блокчейны или регулируемые сети, которые так или иначе тоже работают с страховыми компаниями, если они там захотят выпустить какие-то токены и так далее. Вот. Ну и сервисы и протоколы это тоже ближе, это какие-то централизованные сервисы, которые так или иначе участвуют в Web3. Ну, например, там блокчейн за сервис Microsoft Azure, да, который, например, насколько я помню, он Ингустрах его использовал для создания своего блокчейна, используя страхование грузов. Или, ну, понятно, методология. В методологии участвуют и регуляторы, и консалтинговые компании, песочницы, криптодепозиты страхуются, то есть какие-то банки или там страховые компании страхуют криптодепозиты. То есть это такой заход со стороны офчейна в ончейновый мир. А если рассматривать чисто ончейн, ну, то есть здесь вот и рыночные риски, там, пример могу там DYDX привести платформу, да, прогнозирование полимаркет, криптопортфели страхуют, то есть криптопортфели на криптобиржах страхуют Insure DeFi с токеном Shore, такой пример. В сети взаимного страхования это Nexus Mutual с токеном NXM. Ну, когда-то был такой проект Аферист, он до сих пор существует, но достаточно уже в таком плохом состоянии. Это один из таких родоначальников Web3 страхования. Но, тем не менее, этот проект, вот, чем он хорош, у него очень хорошая методология, которую можно взять за основу для того, чтобы разработать свой блокчейн. Тут вот важно понимать, что государство все равно, поскольку страхование подвержено сильной регуляторике, сила государства имеет очень большое значение. Вот если посмотреть на то, как государство и международные организации, которые работают с центробанками, относятся к Web3 и блокчейну, можно вот, ну, почитав там их методологии, белой бумаги, можно вот такой, найти такую диаграммку Эйлера, да, в виде такого денежного цветка, чтобы посмотреть, какая стратегия государства в отношении вот всей этой тематики, связанной с криптоактивами. Здесь вот понятно, что государство страховым компаниям на первом этапе будет разрешать работать только с CBDC, то есть это цифровая валюта центральных банков и их платформами. Да? Я думаю, будет такая олигополизация рынка регулируемого блокчейна в сторону вот этих вот цифровых валют центральных банков, потому что центробанки, они не захотят отдавать, собственно говоря, этот неконтролируемый рынок. Во вторую очередь, это токенизированный кэш, то есть это когда кэш на банковских счетах токенизируется и, соответственно, каким-то образом происходят проекты, связанные с этими токенами. Но это все, по сути дела, вот сводится к контролю со стороны центробанков. И только во вторую очередь центробанки дают определенное разрешение на работу с регулируемым блокчейном. В частности, вот в России это платформа ЦФА. Но если мы говорим о развитии такого децентрализованного страхования, здесь область, которая с точки зрения Центробанка является нерегулируемой. И, по сути, вот у нас в России это называют там просто криптовалюты, да, то есть, хотя на самом деле криптовалюта такое понятие, там какие-то токены не являются криптовалютами, они там находятся на втором или третьем слое на блокчейне, и такими монетами не являются. Но вот с точки зрения Центробанка это все криптовалюты, это все не регулируется, поэтому мы к этому относимся как к чему-то такому, требующему как минимум железного занавеса и очень жесткой регуляции. Но здесь вот существует проблема, что если не давать банкам, финансовым организациям, страховым компаниям входить на этот рынок, то со временем придут другие участники. Вот как я опять обращаю внимание на исследование Гартнера, что придут новые игроки, которые просто займут эту нишу. И здесь, мне кажется, вот если в этот цикл не начать этим заниматься, то через цикл к 30-му году уже просто будет совершенно другой
ландшафт по поводу услуг страхования в целом в мире, да, то есть какие-то новые игроки, которые создадут децентрализованные сети, будут доминировать, ну или захватят очень большую долю. Тем не менее, центробанки используют разные методы регулирования, разные инструменты, ну, в том числе там экспериментальные режимы, опять же, регулируемые блокчейны, CBDC-мосты, то есть это когда между двумя государствами создается определенный шлюз, ну, там, например, Гонконг, Франция, да, которая вот предполагает определенный обмен цифрового государственного фиата или определенных там токенов, которые подконтрольны государству, да. Это, опять же, вот этот токенизированный кэш. Очень активно там, в том числе США, идет такое, США, Австралия, идет именно работа по заключению соглашений с крупнейшими централизованными криптобиржами или там гибридными криптобиржами. В частности, там в Австралии в свое время вот идея вот этого двухъярусного CBD, двухъярусного токенизированного кэша, она создала определенный рынок стейблкоинов. По поводу перспектив. По поводу ближайших перспектив, они сводятся все к тому, что, в принципе, будет развиваться такое, формироваться так децентрализованные страховые сети. Да, я их называю InsurWeb, то есть это на стыке Insurance и Web3 находится. Да. И здесь будут использоваться технологии, связанные с искусственным интеллектом, это моделирование оракулов с использованием искусственного интеллекта. Очень активно, я думаю, будет использоваться так называемое подтверждение с нулевым знанием, ZK, Zero Knowledge, да, потому что это решает задачу, связанную с передачей чувствительных, там, например, медицинских данных, которые активно используются в страховании. Очень будет активно развиваться все, что связано с международной торговлей. Вот упоминался там СДР, переводной рубль. Но, собственно, это является таким хорошим опытом истории, но, тем не менее, сейчас уже создается определенная инфраструктура там, с использованием экспериментальных режимов по созданию платформ, обеспечивающих международную торговлю и финансирование международной торговли. И страховые компании, особенно перестраховочные компании, очень хорошо могут в это вовлекаться. Вот. Ну, перестрахование, тут немножко пару слов скажу. Опять же, это сами перестраховочные компании создают каркас для таких сетей. То есть они взаимодействуют как со страховщиками, так и могут подключать к своим сетям там, каких-то посредников, независимых андеррайтеров, агентов, сервейеров. И, в принципе, вот если перестраховочная компания займется созданием своего блокчейна, это может обеспечить ей очень хорошее такое международное масштабирование. Особенно вот в части там страхования, экспортного страхования, охвата новых сегментов и так далее. Ну, вот, в принципе, еще пару слов общей рекомендации, как вот конкретному участнику конференции, конкретному человеку в это во все вовлечься. Такой вот, есть такой как бы небольшой цикл, который я разработал. Нужно понимать, как это, с одной стороны, будет влиять на ту профессию, в которой вы задействованы. Второе, найти программу для обычного пользователя, как вот изучить, как работать с криптокошельками, как работать с биржами, с децентрализованными биржами, вот такую программу минимальную программу для пользователя. Потом накапливать личный опыт работы в Web3, то есть с биржами, с кошельками, опять же, с проектами. Дальше понимать, как это влияет на конкретные процессы внутри традиционных страховых компаний, отслеживать практические примеры use cases, понимать, как это отразится на перспективах в отрасли экономики, и, соответственно, дальше уже предлагать руководству программу трансформации. Вот пример этой программы можно в моей презентации посмотреть на предыдущем слайде. Я на нем как бы не буду акцентировать внимание. Ну, в принципе, все. Большое спасибо. Есть какие-то вопросы, есть вот мои контакты. У меня есть сайт kudrin.ru, где вот такие презентации, методологии выкладываются. Я там довольно много делал за последние там 10 лет, еще больше будет выложено. Можно там все это посмотреть и изучить. Если какие-то Спасибо вопросы большое, есть. Василий.